Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. В этом видео мы расскажем о том, как влияет стресс на наше состояние. Ты любишь это делать, ты умеешь это делать, тебе за это платят. Итак, стресс – это повседневная реальность сегодняшнего времени. Мы не всегда испытываем удовольствие от того, что мы делаем. Иногда мы испытываем некоторое дискомфортное состояние, и это дискомфортное состояние можно назвать стрессом. Стресс – это обыкновенная реакция организма на необычные, неправильные или необыкновенные внешние условия. И наша задача – научиться адаптироваться, уметь взаимодействовать со стрессом и достигать тех целей, которые мы наметили. И давайте рассмотрим колесо и кигай. Ты любишь это делать, ты умеешь это делать, тебе за это платят. Эти три сферы дают нам пересечение, которое можно назвать состоянием. Я повторюсь, это состояние голодный художник, состояние нудная работа, и тебе нужно больше опыта. Если кто хочет об этом познакомиться детально, можете посмотреть на нашем канале, этому посвящено отдельное видео. Я сделаю краткое погружение для тех, кто смотрит это видео впервые и ни разу не знакомился с видео на нашем канале. Тем, кто нас смотрит, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, пишите свои пожелания в комментариях. Я продолжаю. Итак, состояние голодный художник возникает кратковременно. Чаще всего оно возникает на этапе раннего начала карьеры. Вы любите что-то делать, вы умеете это делать, но ваша монетизация работы, монетизация ваших усилий находится на минимуме, но вы не испытываете здесь жуткий дискомфорт, потому что состояние «ты любишь это делать» и понимание того, что это у тебя получается, не вызывает у тебя стресса. Гораздо худшее состояние, когда вы уже на этапе профессионального роста занимаетесь 3-5 лет своей профессиональной деятельности, вы уже перегружены работой, и у вас возникает состояние эмоционального выгорания. Это состояние эмоционального выгорания называется нудная работа. Выйти из состояния нудной работы достаточно легко. Нужно сделать небольшой перерыв, нужно переосмыслить, зачем вам нужна такая большая нагрузка. Или самый простой способ – это перейти к состоянию «тебе нужно больше опыта», то есть это вертикаль. Не вертикаль, горизонталь небольшая, переход небольшой. То есть вы для себя начинаете понимать, что вам нужно получить больше профессионального опыта, вам нужно получить больше опыта управления вашей загрузкой в течение рабочей недели, постараться делегировать те задачи, которые вас эмоционально, эмоционально заставляют сильно переживать, если это возможно, или начинать понимать, что вам нужно делать скачок по карьерной лестнице, переходить на более высокий уровень эксперта, либо просто быть знаменитым, известным, востребованным за пределами вашего города, где вы находитесь. Итак, состояние стресса, которое вы испытываете в тех делах, которые вы любите это делать. Чаще всего это увлечение, реже всего это работа. Мое пожелание, чтобы ваша работа всегда приносила вам радость, и вы любили то, что вы делаете, то есть наполнить нужно работу смыслом, найти более возвышенные причины, почему вы это делаете, и искренне понимать, что от вашей работы некоторые люди испытывают восхищение, вас рекомендуют, вас хотят сделать более известными, искренне вам желают, так сказать, продвижения по тому пути, который вы выбрали. Итак, рассмотрим уровень стресса, состояние «ты любишь это делать». Если стресс минимальный, вы это не замечаете, перекрываете все своим энтузиазмом. Если стресс на уровне средней величины и занимает у вас очень много времени, вам нужно понять, стоит ли вам продолжать контакты с источником стресса, то есть это более философский уровень размышлений, зачем вы взаимодействуете с тем человеком или с теми обстоятельствами, которые приносят вам состояние стресса. Если стресс уже идет на уровень 7, 8,
9-10, то есть это сильный стресс, это уже идет противоречие с вашими жизненными принципами, вы должны как бы понимать, что эту ситуацию нужно тщательно разобрать, переосмыслить или понять, что тот человек или та ситуация, которая возникла, она возникла не просто так, и надо постараться избежать повторения этой ситуации в дальнейшем. Итак, мы переходим к состоянию «ты умеешь это делать», то есть ты получил достаточные навыки, ты преподаешь, ты оказываешь какие-то услуги, ты продаешь какие-то товары, то есть ты умеешь это делать, и нужно понимать нормы, которые присутствуют в каждой профессии, уровня стресса. Если вы работаете в сервисной организации или занимаетесь текущим ремонтом каких-то поломанных вещей, вы должны понимать, что там уровень стресса изначально повышенный, потому что люди приходят к вам за решением своей проблемы, и, наверное, уровень стресса там один из самых высоких. Ну, любая сфера услуг, она предусматривает высокий уровень стресса, высокую величину эмоционального переживания людей, и для вас нужно принять решение, то есть вы действительно в этой профессии хотите оставаться надолго, или вы хотите перейти в ту сферу, где уровень стресса понижен. Как правило, творческие профессии предусматривают не только высокие достижения и сильные эмоциональные переживания, они еще и наполнены стрессом от того, что то, что вы делаете, не всегда отвечает вашим высоким креативным требованиям, ожиданием вашего перфекционизма или желанием сделать что-то великое, которое вот именно достойно вот того времени и временных затрат, которые вы на это потратили. Итак, как взаимодействовать с стрессом в сфере «ты умеешь это делать»? Первое, что нужно понимать, нужно постоянно повышать свой уровень профессионального мастерства. Это дает вам практические навыки взаимодействия со стрессом, с теми людьми, которые являются источником этого стресса, вашими коллегами, которые в стрессе должны в идеале вас поддержать, или выбрать более экологичные способы взаимодействия с вами, когда они с вами не согласны или что-то идет не так, как запланировано. Итак, уровень стресса в монетизации ваших достижений или того, что вы делаете. Если деньги, которые вы получаете за ту работу, которую вы выполняете, вызывают у вас самый сильный стресс, то вы должны для себя понять, ради чего вы это все испытываете, или стоит та работа, тот риск, который вы испытываете, тех денег. Может, есть смысл рассмотреть параллельные сферы, где эти деньги зарабатываются значительно легче, или нужно понимать, что нужно стремиться к карьерному росту, где вы уже среди профессионалов занимаете свое достойное место, или, как говорят в маркетинге, вы заняли ту свою уникальную нишу, где вас уже не сильно тревожат конкуренты, и ваши услуги очень сильно востребованы за пределами того города, в котором вы находитесь. Если вы испытываете маленький стресс в сфере монетизации, это вопрос оптимизации ваших бизнес-процессов, вашего планирования времени и тех ресурсов, которые есть в вашем распоряжении. Это могут быть какие-то технологии, это могут быть какие-то устройства, все, что дает вам комфорт, начиная от мебели или благоустройства вашего рабочего места. Почему именно здесь находится благоустройство рабочего места? Потому что именно когда вы уже определились со своим рабочим местом и понимаете, что все, что вы вложите в это рабочее место, будет служить вам долго, хорошо, и будут возвращаться те инвестиции, которые в это вложены, наверное, в этом есть смысл. Итак, если мы внимательно посмотрим на стресс, можно для себя заметить следующие параметры. Здесь вот возникает эмоциональный стресс, здесь возникает рациональный стресс, а здесь возникает стресс на уровне взаимодействия. То есть, если вы что-то любите и вам не нравится, это всего лишь эмоции, их можно почерпать или подчерпнуть из других источников: книги, выставки, общение с сообществом, посещение тех мест, которые вас вдохновляют. В сфере рационального стресса, то, что вы умеете
делать. Это идет оттачивание ваших навыков профессиональных и любых других. Даже в бухгалтерии, даже в финансах можно получить какое-то свое высшее профессиональное признание в виде получения дипломов, сдачи каких-то экзаменов, получения международных сертификатов. Поэтому любой стресс, который вы испытываете на работе в сфере навыков, им очень легко управлять, повышая свою профессиональную подготовку или понимание, что есть и в работе новое, что в этой сфере появляются, какие тренды. И этим трендам, скорее всего, нужно следовать, потому что рано или поздно это придет уже в нашу существующую жизнь. Стресс при взаимодействии – самый сильный источник стресса, потому что если в вашем окружении большое и критическое количество людей, которые создают вам ситуации, в которых вы не знаете, как себя поступить, или испытываете в этих ситуациях стресс и дискомфорт, тогда первый шаг – это нужно постараться организовать свое рабочее пространство. Второй фактор, на который следует обратить внимание, это организация вашего распорядка дня и того, что вы можете сделать за этот рабочий день. С одной стороны, день должен быть насыщенный, чтобы вы успели много то, что вы запланировали. С другой стороны, перегружать его нету смысла, потому что стресс, который вы испытаете в течение одной такой насыщенной недели, на следующей неделе вы уже не сможете с удовольствием эффективно выполнять то, что вы изначально делали, и это ведет к эмоциональному истощению. Поэтому делайте перерывы, снижайте уровень стресса всеми возможными средствами. Если вы не знаете, как взаимодействовать со стрессом, всем рекомендую фридайвинг, отдельная философия, отдельное умение управлять своим телом и эмоциями в той среде, с которой вы не знакомы. Всем желаю хорошего дня, приятного просмотра, подписывайтесь на наш канал. Желаю, чтобы в вашей жизни приятных моментов было всегда предостаточно.